экономическая задача у вас обязательно получится на экзамене, если до экзамена вы осилите эту тему как следует. Наша сегодняшняя задачка вписывается в рамки 6 класса. Оля хочет взять на свою голову кредит в 100 тысяч рублей. Погашение кредита происходит раз в год равными суммами, кроме, может быть, последней, после начисления процентов. Ставка кредита 10% годовых. На какое минимальное количество лет может Оля взять кредит, чтобы ежегодные выплаты были не более 24 тысяч рублей? Напомню, что, как и всегда, сначала решаем сами, а затем уже смотрим разбор. Поехали! Как и обещал, в задаче есть детское, но правильное решение. Мы будем исходить из того, что чем больше выплаты, тем раньше наша жертва кредита справится с этим кредитом. Первый столбец таблицы – год, обычный земной. Дальше долг до выплаты и долг после выплаты. Заметьте, что Оля едва ли справится менее чем за 5 лет с этим кредитом, потому что максимальная выплата 24 тысячи, помноженная на 4 года, не превосходит даже сам кредит, тело кредита по-научному. Теперь, да возрадуются те, кто просил меня помедленней, мы начислим 10% на тело кредита. Для этого вычислим 1%, это сотая часть числа, то есть поделим на 100. Умножим эту величину на 10, тем самым получим 10%. А также не забудем, что изначально были 100 тысяч. Получается, после начисления процентов Ольга задолжала банку уже 110 тысяч рублей. Такой способ вычислений, да печалятся те, кто просил меня помедленней, очень плох для нынешних задач. Нужно это делать одним действием. Посмотрите видео в описании, если вы не понимаете каким. Из 110 тысяч вычитаем 24 тысячи, то есть Ольга их выплачивает. Платит она по максимуму, чтобы быстрее расправиться с кредитом. И вот ее долг таков, но нет, умножается уже он на 1,1 в Новый год, потому что банк начисляет проценты. Но опять Ольга с ним пытается расправиться и выплачивать 24 тысячи. И так далее из года в год. Решая эту задачу, я очень переживал за Ольгу и надеялся, что она справится за 5 лет. Но на каком-то этапе ясно, что 5 лет маловато, 59 тысяч не удается выплатить за 2 года. Заполнив все наши бухгалтерские ведомости, мы видим, что Ольге требуется выплатить 15 981 рубль 46 копеек, что она и делает. Последняя выплата не обязана быть равной предыдущим. В общем, 6 лет. Вот он наш ответ. Вообще говоря, с учетом нашей великой могучей инфляции, Ольга даже в выигрыше. Так что, Оля, вы молодец, как и все те, кто посмотрел разбор этой задачи.